Тебе когда-нибудь снилось, что ты бабочка, или бабочке снилось, что это ты? Снится ли тебе, что ты бабочка? Марафон. Игра, которая мне, как и всем, показалась какой-то хуйней. Какие-то кислотные противные глазу цвета, сплошной визуальный шум и непонимание, что же делать, глядя только на главное меню. Многие, кстати, не доходят до последнего. Кто-то предрекал судьбу Конкорда, кто-то просто закрывал вкладку с трейлером. Но судить игру по обложке, особенно в жанре, который раскрывается только через тактильный опыт, задача заведомо глупая. Релиз состоялся 5 марта, и скептическое отношение в комьюнити зашкаливало. И все же месяц спустя за сухими цифрами онлайна и шквалом мнений скрывается история не о провале, а о поиске. Скатилась ли марафон? Или она еще просто не вышла на свою орбиту? Чтобы понять, куда движется современный марафон, нужно вернуться туда, где все начиналось. В далекие 90-е, когда жанр шутеров только появился. Bungie уже начали вовсю разработку своей трилогии. Именно здесь впервые появился свободный обзор мышью, за что, кстати, студия попала в книгу рекордов Гиннесса. И именно здесь задолго до Team Fortress 2 и Quick отточили механику Rocket Jump. 8 игроков дезматч, голосовой чат, стационарные медстанции, возможность видеть оружие противника – все это было новшествами. А сегодня они для нас кажутся привычными вещами. Марафон 2 Дуренда и Infinity дополнили картину. Стильная пиксельная графика, тревожное музыкальное сопровождение, головоломки, вплетенные в коридоры и история, которую игроки расшифровывали годами. Студия заработала имя не на хайпе, а исключительно на своих трудах. И вот спустя 3 десятилетия перед нами вопрос. Этот перезапуск дань уважения истокам или новый старт? Весной 2025 года Bungie приоткрыла двери на закрытую альфу. Игроки увидели сырую игру, геймплей экстракшн-шутер оказался плохим, отвратительный ИИ, интерфейс вообще непонятный, а от PvP было только лишь название. Но самое показательное случилось позже. Студия добровольно сняла НДА, это был жест отчаяния и честности. Bungie буквально кричали: смотрите, критикуйте, мы слушаем. И сообщество ответило единогласно: игра не готова. Откладывать релиз с сентября 2025 года на март пришлось не из вежливости, а из необходимости выживания игры. Официально заявляли о доработке ИИ, тактической глубины, атмосферы и социальных функций. Но за кулисами бушевали интриги. Сокращение 17% штата, уход первоначального гейм-директора Криса Барта, споры вокруг заимствования в концепт-артах и падение морального духа. Февральско-мартовский бета-тест собрал 146 тысяч пикового онлайна. Казалось, это триумф, но цифры обманчивы. Игроки снова жаловались на редкие файты, перегруженное меню и пустые матчи. Экстракшн-жанр беспощаден, здесь каждый пустой рейд отнимает доверие, и Bungie это знали. 5 марта двери открылись. Пик онлайна составил около 85 тысяч, почти вдвое меньше, чем на бесплатном тесте. Да, цена в районе $40 для многих оказалась неподъемной. Да, региональные ограничения отсекли игроков из России и Беларуси. Игры нет в Стиме, а обход ошибки топир требует времени, нервов и танцев с бубнами, чтобы просто поиграть в игру. Это рынок, который Bungie добровольно сузила. И все же месяц спустя онлайн не рухнул в пропасть. Он стабильно, к сожалению, падает вниз. Но отзывы Steam остаются преимущественно положительные. Когда я впервые запустила марафон, меня, как и многих, оттолкнули кислотные цвета и сплошной визуальный шум. Казалось, игра требует не навыка, а расшифровки. Но через 4-7 часов начинаешь смотреть на игру по-другому, как будто что-то в ней есть. Через 10 я просыпаюсь с одной мыслью: быстрее запустить комп и регнуть каточку в марафоне. На стримах зрители повторяли мой путь. Сначала скептически смотрели на нее, потом втянулись, потом вопрос в чате: блин, может мне тоже купить? Марафон не обнимает с порога, она проверяет на прочность. И если выдерживаешь, награждает ощущениями. Из минусов отмечу честно: высокий порог входа, не всегда интуитивный и понятный интерфейс, долгие очереди и загрузочные экраны с трипом, который иногда висит дольше, чем сам матч. Нет системы догрузки, из-за чего пустые лобби разочаровывают. Нет ощущения, что ты выносишь что-то ценное, выходишь с инвентарем биомассы, но без чувства триумфа. Карт мало, контракты сводятся к «сбеги, принеси», а модификация оружия и импланты визуально сливаются. Чтобы понять разницу, нужно не смотреть, а читать. Пока ты лутаешь убитый тобой сквад и пытаешься вчитаться в это все, тебе в спину дышит уже другой сквад. Но плюсы перевешивают. Графика стильная и выделяется среди других. Да, сначала она режет глаз, но потом раскрывается.
Раннеры с уникальными способностями, бесплатные косметические награды. Да, нож можно получить без доната, да, только он поменяется внешне, но как приятно, что бесплатно. Красивые скины на раннеров мне запали в душу. Здесь нет культуры don't shoot, нет дружеских перемирий, только чистое, безжалостное выживание. Ты или тебя. Спустя месяц марафон не стал хитом на миллиард, но и не прогорел и не повторил судьбу Конкорда. Он занял узкую, но глубокую нишу Extraction PvP PvE. Недавно добавленный рейтинговый режим является первым шагом к структурированию комьюнити. Следующие апдейты, как по мне, должны заточить экономику, расширить пул карт и, возможно, вернуть доверие тем регионам, которые были отсечены. У игры есть перспективы. Вопрос в том, хватит ли у разработчиков терпения и ресурсов его поддерживать. Я верю, что марафон заслуживает шанс. Если вы ждали идеального продукта с порога, он для вас. Но если вы готовы пройти через дискомфорт первых часов, чтобы ощутить ту самую редкую на сегодня напряженность выживания, запускайте. Дайте ей время, оно того стоит. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, кстати, я стримлю марафон на своем Twitch-канале. Стримы на нем каждый день. Там вы сможете меня спросить, если чего-то не поняли в игре. Я почти профи. А я пойду писать сценарий для следующего видео. Пока-пока.